Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. И это гороскоп на неделю с 26 января по 1 февраля. Из основных событий на этой неделе у нас Нептун меняет знак, начинается новый месяц и полнолуние 1 февраля. Поэтому могу сказать, что начало и конец недели будут бодрыми. Не обещаю спокойную неделю. Неделя, естественно, будет заряженной, потому что февраль месяц непростой. Кто уже посмотрел свой гороскоп на февраль, молодцы. Кто нет, в конце этого видео прикреплю плейлист на февральские гороскопы, либо же заходите на канал и смотрите, это последние видео гороскопы на февраль для каждого знака зодиака, конечно же, по декадам. Дорогие, все как вы любите. Ну что, поехали. И у нас открывает эту неделю, как обычно, это понедельник, 26 февраля, 26 января 2026 года. У нас в этот день Нептун меняет знак, переходит из знака Рыбы в Овна. Кто это почувствует? Это почувствуют, конечно же, Овны первой декады. Это почувствуют, конечно же, в таком же прям эмоциональном состоянии Весы первой декады, Козероги первой декады и Раки первой декады. Кто почувствует это в более позитивном ключе, это будут Близнецы первой декады, это будут, тем не менее, Львы первой декады. А, Могу сказать, что Стрельцы и Водолеи первой декады. Стрельцы первой декады тоже. То есть это такой, в напряженном аспекте это будет такое движение эмоциональное, когда под влиянием эмоций захочется сделать много чего, да, либо гармоничного, либо напряженного. И здесь, понимаете, все зависит от вашей начинки, вашей натальной карты. Если вы всю жизнь живете с напряженным Нептуном, то вы прекрасно понимаете, у вас здесь все понятно. Или же наоборот, вы можете всю жизнь в иллюзиях прожить, да. Если вы всю жизнь живете, например, с напряженным Нептуном, вы можете понимать, что если вы творческий человек, для вас это потрясающая почва для работы в том числе, да. Ну а если вы абсолютно приземленный человек, то тогда, конечно же, аспект вот соединения с Сатурном будет немножечко заземлять и давать вот эту радость. Поэтому здесь, дорогие, понимайте, гармоничный аспект Нептуна, как правило, всегда дает нам такие приятные изменения в нашей жизни, в личной жизни, приятные события, например, там брак, который давно хотелось, создание семьи, рождение ребенка. То есть это такие приятные события. Либо же иммиграция, такой большой, мощный глобальный переезд. У всех будет работать по-разному, на кого в основной своей массе будет влиять, конечно же, этот Нептун, я рассказала. 26 января у нас Луна в Тельце. При всем при этом в этот день захочется каких-то честных, четких результатов, понятных действий, захочется вот каких-то на моментах приземленных, да, то есть не просто там поговорили на работе с кем-то, со второй половинкой, вот это осталось как-то в воздухе. Вообще в понедельник захочется такого мощного развития, потому что Луна будет в гармоничном аспекте с Юпитером, с кармическими узлами. Напряжение лишь будет с Венерой и с Меркурием. Поэтому здесь постарайтесь не ругаться, постарайтесь не спорить, потому что получится поругаться, разойтись в своих взглядах и мнениях, по-другому смотреть на свою жизнь. История так себе, особенно когда вы ищете единомышленников и какую-то опору извне, да. Поэтому здесь момент того, что не забывайте про свои планы, цели, движения вперед, не тормозите ни в коем случае. И здесь, конечно же, история того, что обязательно двигайтесь и смотрите, что в реальности есть в ваших отношениях. И здесь, конечно же, маски такие иллюзорные будут спадать. Хороший день, кстати, для каких-то моментов, связанных на развитие, но я не могу сказать, что день какой-то, обычно, когда Луна находится в весах, хороший день для каких-то бьюти-процедур, но Луна находится в квадратуре с Венерой, поэтому любой такой бьюти-результат может просто не понравиться. Сделайте его ранее, этот бьюти-результат.
Но даже 25-го тоже не получится, потому что тут все. Если, например, сделать какую-то стрижку, да здесь просто нужно четкий план 25-го, написать, что вы будете делать далее. Очень хороший такой день стимула, движения, роста 25 января вперед, поэтому напланируйте себе и будущую неделю тоже, кстати, сегодня. 27 января Луна находится в знаке Тельца, но в соединении с Ураном. При всем при этом абсолютно гармоничные аспекты с Сатурном, с Нептуном, с Марсом, с Плутоном. Хорошая история движения вперед, в рост, в развитие. Покупки, покупка недвижимости, хороший день. Эмоциональные какие-то решения в своей жизни с точки зрения гармоничные. Не знаю, кого-то простить, кого-то понять. Денег заработать, хорошая история в этот день. Хорошую сделку сделать, потому что Марс в соединении с Плутоном в потрясающем аспекте с Луной, поэтому здесь хорошие финансовые сделки, закрыть долги в этот день, очень хорошая история, как минимум сделать какую-то большую мощную часть, запланируйте себе, и будет вам счастье, если вы уже посмотрели февральский гороскоп и знаете, чем же там нам грозит коридор затмений, то здесь стоит это все учитывать. 27 января потрясающий день для земных дел, абсолютно связаны с финансовыми, связанными для улучшения будущего. Причем, если вы прям нутром чувствуете, что грядет что-то такое в феврале, и вы будете рассеяны, будет рассеяно ваше внимание, тогда прекрасно таки делайте это вот 27 января и в эту вообще неделю. Очень классная, мощная неделя, когда у нас еще все рядышком с Козерогом, еще не ушло, да, далеко туда в Водолей, не рассеялось вот это внимание. Еще все-таки держится у планет аспект с Сатурном, который приземляет. Тем не менее, приземляет и финансовые истории, все, что связано с ответственностью, с работами, очень хорошая история. 28 января Луна перешла в знак Близнецы. День, когда хочется поездок, путешествий, гуляний, свиданий, отдохнуть, расслабиться, с кем-то встретиться, с друзьями, устроить себе свидание. Очень хороший день. Если же ваша работа связана с построением отношений в продажах, в договорных историях, в коммуникациях, тоже хорошая история для того, чтобы заработать именно с помощью близнецовских качеств, близнецово-водолейских. Очень хорошая история. Водолей – это все про будущее, конечно же, если мы грамотно распоряжаемся настоящим. Да? Луна в близнецах. Смотрите на то, что вы говорите и как вы говорите, не испортите себе карму. Видите, Луна в квадратурах кармическим узлам, потому что когда есть такие аспекты, если мы делаем что-то, такой какой-то поступок, который может нам потом сыграть не в плюс, понимаете? То есть он может перейти в напряжение после, то есть такой кармический. Карма – это результат наших прошлых либо настоящих действий, которые отложатся с нами в будущем, понимаете, да? Поэтому здесь вот такой момент, его просто учитывайте, понимаете. В общем, не создавайте себе каких-то таких неприятных ситуаций. Хороший день для того, чтобы договориться с тем, с кем раньше не получалось договориться, уладить спор, скандал, конфликт. Главное здесь с точки зрения романтизма тоже потрясающий день, 28 января. 29 января, смотрите, Луна в Близнецах, но по-прежнему в квадратурах с Сатурном и Нептуном. О чем это? По-прежнему Луна в Близнецах, такая легкая коммуникативная история, но вот здесь 29 января придут вопросики, которые раньше решать не хотели, не хотелось, они эмоционально давят, потому что напряженный аспект Нептуна – это эмоциональное давление в любом варианте его, да, либо мы давим, либо на нас давят, но, как правило, эта история такая в обе стороны. Вопрос от Сатурна. Когда обстоятельства давят настолько, и у нас такая немножечко аритмия очень сильная, это финансовая составляющая, это долги, это нехватка денег, это когда нас просят, требуют ребят. Что нужно делать? Нужно отдавать. Нужно отдавать хороший день для того, чтобы закрывать прошлые истории, которые давят эмоционально. Очень вообще хорошая история перед февралем закрыть вообще все свои финансовые долговые обязательства для того, чтобы февраль был таким месяцем движения, устремления в будущее. Опять же, не у всех на это хватит сил. Постарайтесь сделать так, чтобы хватило сил. Постарайтесь. Волшебника в голубом вертолете не обещаю. Фея не прилетит, никому не поможет, только мы сами.
Поэтому здесь путем коммуникации где-то занять, перехватить, договориться, уладить ссоры, скандалы. И если вы понимаете, что вы максимально напряжены, да, максимально напряжены, то постарайтесь 29 января в четверг эту историю сделать. Почему? Потому что следом у нас, конечно же, идет еще 30 января, день, когда можно много чего сделать. Луна в раке, но Луна уже такая, она не движниковая, она уже такая спокойная, когда хочется подрасслабиться. Плюсом уже хочется, вот она у нас соединяется вечер пятницы, начинает идти в соединении с Юпитером, и в субботу первую половину дня она будет с Юпитером, когда нам захочется вот так вот подумать о хорошем, поспоминать приятные, прекрасные моменты. Опять же, кстати, хороший день-то будет у меня в этот момент на консультации, между прочим. Да, там списочек нормально. Поэтому очень о хороших таких вещах, мощных, классно. Вот пятница вечер, суббота, первая половина дня, думать о будущем, о глобальном для того, чтобы заряжаться, да. Встретиться, например, с теми людьми, кто движет вас вперед в будущее. Видите, еще Луна в потрясающих аспектах кармическим узлам, то есть все, что мы будем делать в эти дни, оно будет гармонично в пятницу вообще складываться на нас. Любые договорные истории, решение конфликтов в семье, улаживание вообще каких-то ссоров, скандалов, регулирование. То есть пятница, то есть если четверг такой вот мощный день, да, назад отмотаю, мощный, напряженный. И если получится в этот день как-то пролонгировать все свои обязательства на пятницу, на 30, получится тоже хорошо. Но опять же, Луна уже будет такая в раке, более спокойная, более такая, которая готова и там договориться, и здесь более мягкая. То есть, понимаете, да, такая мутная Луна, я ее называю. Но опять же, это гармоничная позиция, более спокойная, чем когда Луна в Близнецах. Когда Луна в Близнецах, мы бежим, что-то делаем, 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 и не можем даже задуматься. Но вот здесь в пятницу мы можем подумать. А в пятницу вечер вообще уже и субботу утром будет такой момент, когда мы будем думать о масштабе, о большем. Поэтому все-таки я хочу, чтобы у вас, дорогие, все получилось в четверг и уж в пятницу точно, для того, чтобы пятница вечер и суббота для вас были вообще такими потрясающими днями. И да, суббота 30 и суббота 31, Луна в раке, в абсолютно гармоничном аспекте, даже Луна откатится от Юпитера во второй половине дня, но станет в абсолютно гармоничный аспект с Ураном, с Сатурном, с Нептуном, понимаете, о чем говорю. Очень хороший день для того, чтобы планировать какие-то и совершать большие, мощные, например, сделки, покупки, недвижимость. То есть, в общем, очень хороший такой день не просто для планов, но и для действий. Опять же, все наши планы, наши желания ничто не имеют, если следом за ними не идут наши действия. Поэтому начинайте сразу внедрять. Луна в абсолютно гармоничном аспекте с Сатурном. Делайте как можно больше. Покупка недвижимости, автомобиля. Очень хорошие для этого аспекты. Едьте, смотрите, выбирайте. Присматривайтесь, что для вас хорошо. Не смотрите, что хорошо для глобального плана. Смотрите, что хорошо для вашей личной жизни и лично в ваших обстоятельствах, потому что вам с этой историей жить, да. И мы идем дальше. 1 февраля. 1 февраля начинается февраль, естественно, да. И полнолуние. Полнолуние 1 февраля. Полнолуние во Льве. Мощное и яркое, амбициозное. Что могу сказать про этот день? Про этот день могу сказать, что вот здесь, если не появится внутреннее чувство, самооценка, мощь, яркость, дерзость, задор, движение вперед, сделать что-то такое большое, мощное, глобальное, интересное в своей жизни, то тогда, скорее всего, появится другая грань в вашей жизни. И сторона это когда захочется от всего отказаться, на все бросить, сказать, так, я устал, я ухожу, мне больше это не нужно, я так жить не хочу. Мне хочется как-то все в легкости, мне не хочется ничего решать, мне вот ваша ответственность вообще здесь не нужна. Вот такое полнолуние. Конечно же, перед этим февралем было бы классно, если бы взыграла внутри такая самооценка, когда вы поняли, чего же все-таки вы хотите, и построили такой большой, мощный план движения вперед и начали его реализовывать. Вот это самая классная, гармоничная история. Потому что другие истории не будут давать результата в этом феврале, если честно. Вот скажите мне сейчас, Женя, ну почему? Почему вообще никак нельзя уйти потусоваться и вернуться? Нет.
Если вы вот соберетесь вот здесь рушить свои отношения, вот в этом феврале получится разрушить и не вернуться. В этом феврале получится из своей жизни подняться на новый уровень. Нелегко вот так с подачи, да, вот просто так. Но вот это 1 февраля как раз-таки задает тон всему февралю, и потом у нас там дальше коридор затмений. Если кто не помнит, с 17 февраля по 3 марта. Кто еще не смотрел, да, как говорится. Вот сейчас уже знаете. Опять же, получится очень хорошо разрушить отношения деловые, личные, финансовые. Опять же, я говорю здесь, вот есть определенные дни, когда можно сделать какие-то большие, мощные покупки, да, а есть дни, когда захочется просто пылить деньгами. И как раз-таки хочу сказать, что 1 февраля – это тот день, когда захочется вот уже просто вот лишь бы как бы вот быстренько на ускорение. Опять же, если у вас история связана с недвижимостью, там, автомобилем, договоры, сделка, все это идет январем, то у вас просто там какие-то финальные истории, там вы добрасываете определенную сумму на счет, какие-то такие уже операции, которые вы доделываете. Эта история нормальная. Она будет напряженная 1 февраля там, и далее. Она будет напряженнее идти, чем в январе. Но опять же, вы ее доделаете. И если эта история начать с чистого листа, то поругаться получится очень хорошо, и вернуть уже все те эмоции и настроения не получится. То есть через большую боль, опять через большую силу осознания, когда вы будете склеивать те тарелки, которые уже разбиты, и как вы сами прекрасно понимаете, как это есть суп из разбитой тарелки, из которой все текет, течет. Понимаете, я о чем говорю, да? Вот здесь об этом нужно будет подумать. 1 февраля вообще, если вы человек, который собрались что-то делать мощное, потому что вот здесь, смотрите, Плутон в соединении с Марсом, и это аспект идет, участвует в оппозиции Солнца и Луны, в аспекте полнолуния вообще, да, то есть это аспект разрушительный. Кто смотрел мои гороскопы осень силы 2024 года, либо весна действий апрель 2025 года, там был Марс с Плутоном, тоже напряженные аспекты, они были квадратура и оппозиция, а это соединение, еще мощнее. То есть этот аспект, он разрушает нас, если мы хотим разрушить. А если нам нужен большой объем энергии для достижения цели, построения карьеры, построения денег, заработка денег для того, чтобы отдать долги, начать все сначала, построение вообще своей карьеры, взять новую должность, вот это тот же самый аспект. Но к сожалению, не все в этом мире могут жить только на гармоничных аспектах. И есть большое количество людей, кто не может жить, когда я вот открываю прогноз и смотрю, все гармонично. Человек говорит, у меня сейчас такой потрясающий период жизни, я отдыхаю. У человека все гармонично. И этот человек начинает, я говорю, а вы вот, наверное, в этот период начинаете активно работать? Он говорит, да, вот здесь. Это реально человек, когда вот есть долги, когда есть какие-то жесткие обязательства, когда нужно решать словом, когда не нужно репутация куда-то в грязь лицом, да, вот под давлением таких обстоятельств очень большое количество людей будут делать. И делают же, понимаете, вот когда гармония нехорошо, не нравится. Поэтому 1 февраля начинается вот так. Оно также и продолжится. Если коротко, кто еще не смотрел, и гороскоп на следующую неделю, он, конечно же, будет идти от полнолуния, поэтому как полнолуние проживем, так первую неделю февраля и продолжим. Да, вот такой гороскоп на эту неделю в целом. Если у вас большой мощный план, не отступайтесь на этой неделе от него, завершайте свои дела. И потом, как говорится, вы подумайте об этом завтра, 1 февраля. Вот отложите все свои дела, которые забирают у вас нереальное какое-то количество энергии, эмоций, движений. Отложите, которые забирают ваши силы на 1 февраля. Если же вы понимаете, что тянуть нельзя, сделайте это сейчас. Закройте все самые истории сложные, которые я сказала в этом видео. И двигайтесь уже нормально. Поднимайте свою самооценку 1 февраля, понимайте, чего вы стоите, какого полета вы птица, какого масштаба вы человек, и двигайтесь вперед. Эта неделя не для того, чтобы тормозить. Вообще этот февраль не для того, чтобы тормозить. Нас уже жизнь зовет ускориться и просто понимать, что потраченные последние 1,5-2 года на какие-то наши внутренние сомнения, переживания, могу ли я, не могу ли я, могну ли я, хочу ли я, не хочу. Вот уже нужно принять решение и решиться. Хотите ли вы жениться, выйти замуж, завести ребенка, хотите ли вы развода, не хотите ли вы развода, новую должность, новые деньги, новая зарплата, новая работа.
Чего же хочется? Поймите на самом деле на этой неделе, вот 1 февраля это как раз-таки тот день, когда это все нужно понять, но опять же, поймите, насколько вам выгодно будет все разрушать. Понять, для чего вам нужно это разрушение. Возможно, нужно разрушить какие-то свои привычки, либо иллюзии для того, чтобы пойти двигаться дальше. Вот такой гороскоп на эту неделю, дорогие, все-таки начиналась неделя более приземленно, да, более как-то оптимистичнее. Но опять же, февраль у нас будет на таких нотах, не обещаю позитивного, легкого. Гороскоп, опять же, у нас международная повестка будет непростой в этом феврале, поэтому здесь улыбаемся и делаем свои дела, какие есть в нашем списке дел. Планируем обязательно, обязательно. Вот эта неделя с 26 января, она уже нас заряжает на то, чтобы мы все планировали. Видите, все планеты уходят в Водолей. А если планеты в Водолей и у нас нет четкого плана, это просто наши вот так разбросанные эмоции и силы туда-сюда. Нельзя так делать. Поэтому все-таки будем придерживаться Козерогам, Сатурну, которые заставляют нас все-таки планировать. И берем ответственность за свой план и делаем. И тогда у нас, поверьте, все будет хорошо. Дорогие, вот такой гороскоп на неделю. Спасибо, что были здесь, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам максимально продуктивной недели. Если остались вопросы, задавайте в этом видео. Максимально постараюсь в самом начале недели на это ответить, потому что знаю, неделя не из простых. Ну и успехов! Увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.